Я хотел представить сегодня определенное исследование, которое возникло как бы немного параллельно с той темой основной, которой я занимаюсь. И, соответственно, оно будет посвящено тому, какое место занимают вообще профессиональные навыки и знания в реализации волонтерской деятельности в социально-некоммерческом секторе России. С чем вообще связано такое внимание именно к этой проблематике как таковой? Но первое и основное нужно понимать, что в рамках исследования волонтерства мы сегодня понимаем, что это достаточно расплывчатое такое понятие, которое отсылает сразу к достаточно большому набору совсем разных форм социального взаимодействия. Общим является для этих форм обычно добровольность и безвозмездное оказание помощи, причем эта помощь может быть абсолютно разного типа и абсолютно разного свойства. Здесь интересным является то, что в последнее время исследования, которые связаны именно с изучением более детального такого профессионального участия людей в волонтерской деятельности, они становятся достаточно распространенными в Западной Европе и в Соединенных Штатах. Это, конечно, в первую очередь связано с уровнем развития волонтерской активности и уровнем, в принципе, развития именно изучения этих практик. В то же время в российском материале такого рода исследования представлены, ну, скажем так, достаточно слабо или в недостаточном ключе. При этом сегодня опять мы видим, что когда подобные исследования начинаются в странах Азии, глобального юга, то, что сейчас принято называть, мы видим определенное расхождение в практиках реализации как волонтерской деятельности, так и в реализации именно профессионального участия в этих странах. Соответственно, мы можем предположить, что в той или иной степени для России, возможно, тоже какие-то характерные особенности, которые отличали бы нас от, в принципе, стран Западной Европы и США. Что еще необходимо отметить? Сегодня все больше отмечается именно рост специализации вообще некоммерческого сектора и рост с этой стороны его потребности в каких-то специализированных навыках, которые бы использовались для оказания помощи благополучателям как таковым. Кроме этого, все больше находят практики распространения дискретной работы, и, по сути, проектная работа сейчас является, ну, таким стандартом в рамках некоммерческого сектора, и это приводит как к дискретному финансированию, так и необходимости дискретного участия разного рода специалистов в реализации этих проектов, ну, которые там не всегда покрываются, в том числе финансированием, причем эта схема характерна и для России, и по этому поводу, кстати, достаточно много исследований, которые как раз концентрировали внимание на том, как изменяется специфика деятельности в НКО под реализацию вот этого вот проектного финансирования и проектных практик работы. Кроме этого, если мы приближаемся к рассмотрению некоммерческого сектора в России, мы очень четко видим, что регионы России значительно дифференцированы относительно, скажем так, уровня развития некоммерческого сектора и тех потребностей, которые существуют в этом некоммерческом секторе. Это тоже накладывает определенные ограничения на изучение вообще некоммерческого сектора в России. Ну и существует базовая проблема, которая характерна уже в большей степени для России, это вообще нехватка ресурсов, особенно в социально ориентированной некоммерческом секторе, которая, конечно, обострилась в связи с ну, теми пертурбациями, которые мы наблюдаем, по сути, в течение 3-4 лет. А,
С этой точки зрения, когда вот существует эта базовая нехватка ресурсов, существует раздробленность, проектная раздробленность деятельности социально ориентированного некоммерческого сектора, их потребность в волонтерах, которые бы оказывали специфическую какую-то помощь профессиональную, она в принципе возрастает. Нельзя сказать, что волонтерство не исследуется в принципе. Волонтерство в России достаточно неплохо подробно изучено. И тут, конечно, Центр высшей школы экономики очень хорошо представили определенные массивы данных, но это в основном касается волонтерства и некоммерческого сектора в целом. Про-боно волонтерство или профессиональное волонтерство рассматривается гораздо хуже. Концентрация внимания обычно либо на мегаполисах, либо на крупных городах, либо на отдельных профессиональных группах. В частности, то, что было связано, допустим, с ковидом, это в первую очередь медики. Но и традиционно, допустим, юристы или в некоторых случаях там находили исследования мы по переводчикам и соответствующим волонтерством в рамках именно этих профессиональных групп. Кроме того, в той литературе представленной у нас существует проблема разграничения смыслов понятий. Их, как я говорил, на самом деле достаточно много. Это и волонтеры, и интеллектуальные волонтеры, и корпоративное волонтерство как таковое. Причем надо сказать, что границы между этими понятиями проходят очень условно и как в исследовательской среде, так и в среде практики управления волонтерской активности или некоммерческого Да, все сектора как нормально. такового. А, Окей. А, что создает дополнительные трудности при изучении вообще профиля участия в волонтерской деятельности? Соответственно, для нашего исследования мы сконцентрировали внимание именно на тех профессиональных умениях и навыках, которые востребованы в волонтерской активности или деятельности и которые не предполагают какого-то финансового вознаграждения. С этой точки зрения вот мы провели это базовое исследование. Оно, как я говорил, возникло там в рамках побочной, грубо говоря, темы, рамках нашего общего исследования, которое было связано с исследованием устойчивости региональных социально ориентированных некоммерческих организаций. Мы смотрели роль профессиональных навыков волонтеров в поддержке СОНКО как отдельную задачу. И, соответственно, сегодня эту задачу мы рассмотрим более подробно. Какой метод? Метод был полуструктурированное интервью с руководителями некоммерческих организаций, социально ориентированные. Был целевой отбор в сочетании с методом снежного кома. Всего было 30 интервью. Исследование длилось год, с февраля 22 по февраль 23, там как-то так угадали с рамками. География включала все федеральные округа. Всего было 20 поселений и 17 регионов. То есть мы все-таки вводили дифференциацию региональную, максимальную, чтобы получить определенный уровень разнообразия. Но профили организации представлены здесь. Ну, здесь, возможно, будут дополнительные вопросы. Мы смотрели, конечно, не относительно попадания там, в реестр Минэкономики, относительно социально ориентированного некоммерческого организации. Мы смотрели именно профиль деятельности относительно оказания помощи именно в социальной сфере. Ну и организации, которые попали в интервью, руководители организаций, которые попали в интервью, существовали там от года до 30 лет, и размер все-таки где-то находился до 30 сотрудников. Единственное, в штате, тут это важно проговорить, особенно относительно той темы, которая разбирается, потому что частично волонтеры, конечно, чаще всего не входят в штат, хотя там тоже есть определенные нюансы, о которых я проговорю немного погодя. В принципе, это в большей степени имеет отношение к выборке, но тоже этот слайд очень важен, потому что в дальнейшем возникло целый ряд гипотез, которые, правда, нужно будет подтверждать или опровергать на все-таки количественном каком-то исследовании. В наше исследование попали социально ориентированные некоммерческие организации, которые с точки зрения своей организации, с точки зрения своей создания, были аффилированы либо с бюджетными государственными организациями, там был в определенный период в том числе и посыл перевода бюджетных организаций на
некоммерческие рельсы. Некоторые СОНКО создавались коммерческими фирмами и организациями. Большая группа дополнительная – это те НКО, которые возникли из волонтерского участия, деятельности других каких-то некоммерческих организаций, в том числе религиозных организаций, и попали СОНКО, которые возникли в результате именно такой низовой инициативы, когда те или иные люди просто столкнулись с набором базовых проблем. Итак, если подходить уже содержательно к тому, какие модельки были найдены относительно обращения за помощью к волонтерам в социально ориентированном некоммерческом секторе именно регионов России. В принципе, надо сказать, что не все используют волонтерское участие в целом, то есть я пока говорю об общем волонтерском участии без отсылки к профессиональному участию. Часть организаций не используют и не хотят использовать из-за того, что у них есть либо негативный опыт использования и соответствующий отказ от взаимодействия с волонтерами, либо существует понимание того, что волонтеры в принципе являются не бесплатным ресурсом и, соответственно, организация, извините, по крайней мере сейчас не может потянуть вот такое базовое участие волонтеров. Часть организаций, которые не используют, все-таки планируют использовать в дальнейшем, и либо они планируют целенаправленно выстраивать собственный пул волонтеров и привлекать специально специалистов, и, соответственно, для них это, по сути, стратегия использования и привлечения волонтерского труда, либо планируют использовать, но с обращением к тем ресурсным центрам, которые в определенный тоже момент очень активно развивались в тех или иных регионах. Те, кто использует волонтерский ресурс, они либо имеют и выстраивают собственную сеть разного уровня формализации, она может находиться как в состоянии формирования, так и являться зрелой сетью, хотя здесь тоже, если мы говорим про зрелые сети волонтерского участия, то они постоянно находятся в своеобразном стадии формирования, то есть они разрушаются, создаются, дополняются, трансформируются под изменением в том числе и профиля деятельности организации. Есть организации, которые обращаются напрямую уже к готовым волонтерским сеткам, и здесь отдельный вопрос, насколько они этим удовлетворены, но в принципе это достаточно распространенная практика. И есть, грубо говоря, смешанная модель, когда, собственно, организации прибегают как к собственным волонтерским сеткам, так и к волонтерским центрам в целом. Обычно по ходу развития организации собственные сетки становятся более специализированы с точки зрения как бы наращивания волонтерской активности, и с этой точки зрения, конечно, были примеры, когда, по сути, собственная сетка становилась более такой профессионально ориентированной в некоторой степени, допустим, событийные волонтеры, просто волонтеры, там, студенты привлекались именно из волонтерских центров. Но немного погодя, я об этом более подробно расскажу. Почему вообще важно было посмотреть на вот это общее волонтерское участие, если мы хотим разговаривать о применении волонтерами определенных профессиональных навыков или умения? Потому что, в принципе, очень четко было видно в материалах интервью, что профессиональное участие развивается в первую очередь все-таки в тех организациях, которые достаточно плодотворно сотрудничали или имели опыт взаимодействия с волонтерами как таковыми. Что необходимо отметить? В представленных моделях все-таки роль волонтеров с профессиональными навыками не всегда однозначна. То есть, хотя я уже и проговорился, что профессиональное участие тяготеет к более зрелым сеткам, но это не значит автоматически, что оно будет с ними ассоциировано. Хотя в большей степени видно, что чаще всего именно тяготеет к развитым сеткам. Не все руководители организации идентифицируют профессиональных и про-боно волонтеров вообще через категорию волонтера, и это возвращает нас к неустоявшемуся вокабуляру и размытости в принципе понятия, в том числе с точки зрения практики управления. Вообще, наряду с устоявшимися терминами дополнительно проговариваются, что это могут быть и какие-то единомышленники, просто хорошие друзья организации, партнеры организации, просто помощники. Ну и наряду с этим
традиционная категория, там, которая заменяет в русском языке очень часто волонтерство, а это все используется, и, соответственно, здесь вот это вот смешение понятий может возникать. Мы смотрели непосредственно то, что будет связано все-таки с бесплатным применением профессиональных навыков. Даже если это не маркировалось как волонтерство, мы все-таки в свой анализ это брали. Дополнительно существует проблема разграничения вообще стажеров, практикантов и в то, что высветилось очень четко, это благополучатели организации. Потому что в социально ориентированном секторе благополучатели очень часто являются в том числе и носителями определенных знаний, умений, которые потом в дополнение социально ориентированной организации используют, ну, самым разным образом, тоже немного погодя про это проговорю. В целом, во всех рассматриваемых случаях профессиональные навыки связаны были в логике руководителей с исполнением, конечно, трудовых функций, чем просто помощью. То есть руководители понимали, что те волонтеры, которые являются профессионалами и оказывают какую-то специфическую профессиональную помощь, они все-таки выполняют скорее трудовую функцию. И с этой точки зрения все рассуждения, которые выстраивались, они в той или иной степени были связаны с, ну, не противопоставлением, но включением именно деятельности такого рода волонтеров в трудовые отношения или, по крайней мере, отстраивались зеркально от этих трудовых отношений. Вообще, если углубляться в модельку, она получилась такая не очень хорошая с точки зрения базовой структуры матрешечного вида, но если говорить уже непосредственно о профессиональном участии, было по аналогии с волонтерством обычным выделены практики, которые отсылают к ситуативному профессиональному участию волонтеров и к постоянной выстроенной работе в рамках организации. Причем, если мы говорим о постоянном привлечении, то здесь тоже возникла такая проблемная область, которая касается прежде всего вот этого вот квадратика синего с точки зрения того, куда конкретно относить эту группу, потому что она занимает в определенной степени такое промежуточное положение между ситуативным вот этим вот участием и постоянным участием. С ней же связаны достаточно большие проблемы в дальнейшем тоже с точки зрения выделения специфики той работы, которую, собственно, волонтеры или сотрудники-волонтеры, собственно, оказывают в организацию. Но постоянное обращение за помощью структурироваться будет на основе банального принципа. Это есть ли юридический посредник между, собственно, СО, НКО или его нет, и социально ориентированная организация непосредственно обращается уже к профессионалу за помощью, хотя он, собственно, может работать в другой организации. Что будет связано с ситуативным или разовым обращением за помощью? Ну, вообще, чаще всего такое обращение связано с какой-то разовой потребностью в специалисте узкого профиля. Очень часто эта потребность возникает непредвиденно, соответственно, возможно, косвенно она была связана там с недостатками планирования или организации деятельности так каковой. И очень часто такая потребность вообще не связана с профилем основной деятельности социально ориентированной некоммерческой организации. То есть это что-то, что выпадает из вообще просто профильных навыков тех сотрудников, которые в ней работают. За счет чего происходит поиск такого рода вот разового участия со стороны какого-то стороннего человека, профессионала. Могут быть задействованы как личные контакты руководителя, так и сотрудников НКО, благополучателей, доноров, подрядчиков, сотрудников других НКО. Соответственно, по сути, социально ориентированная организация напрягает всю ту сетку каналов, которые она располагает. Ну и отдельным пунктом все-таки я выделил, что поиск волонтеров в том числе связан с обращением к многочисленным технологическим площадкам, хотя тоже в массивах интервью это не такой часто встречаемый сюжет, хотя я понимаю, что это не качественник, но в любом случае в определенной степени заставляет задуматься.
Чаще всего в этом случае руководители очень четко обозначают, какой вклад в оказание помощи либо конкретным благополучателям, но чаще всего деятельности организации в целом будет вносить тот или иной профессионал. И с этой точки зрения обозначается очень часто именно разовый характер этой помощи. То есть подчеркивается, что нужно, грубо говоря, помочь и все, и это не какой-то помощь, которая не будет связана с каким-то долговременным характером. Отбор обычно с точки зрения привлечения такого рода специалистов происходит за счет либо отзывов других организаций, либо тех людей, которые, собственно, посоветовали, ну или наличие портфолио. Это характерно не только для технологических площадок, как может показаться в некоторых случаях, и допустить в компанию стороннего человека, в принципе, требуется портфолио, и руководители осознают, что оно необходимо. Какие негативные ситуации возникают? Это срывы сроков работы, чрезмерный отход от технического задания, исчезновение специалистов в процессе, то есть это достаточно такой часто встречаемый сюжет, видимо, по крайней мере, со слов директоров, и необходимость повторного потом поиска. Соответственно, очень часто, несмотря на то, что потребность бывает такой аховой или экстренной, возникает проблема вот нераспределения или неграмотного распределения времени. Что еще отмечается? Отмечается, что несмотря на вообще вот эту вот такую этапность работы, возможность срывов, нужно просто выстраивать четко коммуникацию между тем профессионалом, который, собственно, приходит в организацию, и пытаться наладить очень четкое взаимодействие и выделить того сотрудника, который будет четко отвечать за, собственно, это взаимодействие. Ну и вне зависимости от факта наличия или отсутствия неудач, опыт скорее все-таки позитивен для руководителей. То есть, несмотря на то, что это были какие-то разовые акции, может быть, и даже к этому конкретному человеку руководители не будут обращаться, но они осознают, что такой базовый ресурс есть, даже если к нему прибегали в ситуации, не осознавая, что вообще есть такое профессиональное волонтерство, и для них было какое-то своего рода открытие. В чем заключаются нюансы с профессиональным участием уже на постоянной основе? Здесь очень четко возникает проблема разграничения корпоративного пробона волонтерства и интеллектуального волонтерства как такового, причем она очень четко в целом ряде интервью артикулировалась, что кому относить просто непонятно. Одни говорят одно, другие говорят другое, и, соответственно, какие-то критерии сами руководители для себя вырабатывали, каким неймингом именно пользоваться. Видимо, с этой же путаницей будет связана и попытка найти какие-то альтернативные маркеры, которые бы обозначали, в принципе, профессионала за рамками волонтерской деятельности. В большей степени характерно для организаций, которые выстраивают собственную сетку волонтеров или используют смешанную модель. Соответственно, постоянное обращение, и это та гипотеза, которую нужно будет проверять, конечно, на больших данных, очень четко в массиве интервью тяготело все-таки к организациям, которые выстроили свою собственную сетку. Соответственно, ни одного случая не было в тех случаях, когда волонтерское участие там связано с сторонними сетками или вообще не используется в организациях как таковых. Соответственно, вот эту гипотезу надо будет в дальнейшем проверять. Спорным является обращение к волонтеру-профессионалу для последующего его использования в виде такого постоянного ресурса или, по сути, сотрудника-волонтера. Проистекает это, исходя из все-таки базовой нехватки как раз ресурсов, которые существуют в процессе организации деятельности. По сути, в этом случае, то, что я показывал на схеме, у организации, с одной стороны, есть осознаваемая потребность в оказании той или иной помощи, с другой стороны, не существует финансовых
иногда и материальных других каких-то или организационных ресурсов для того, чтобы нанять этого сотрудника с рынка. И они обращаются за помощью к волонтерскому участию, но в голове руководители организации держат, что это все-таки профильная деятельность, которая в частности предполагает деятельность по сути сотрудника. Здесь надо сказать, что несмотря на то, что руководителями осознается такая вот нагруженность профессиональная, в данном случае волонтеры все-таки рассматриваются в качестве либо гипотетического, либо будущего сотрудника как бы в голове руководителя. То есть очень часто руководители даже не сообщают о возможности перевода его в штат или видоизменения статуса и переведения на, скажем так, в большей степени трудовые отношения, если это все-таки будет необходимо. В любом случае, когда такой сотрудник находится, руководитель артикулирует, что все сопровождение остается в той или иной степени на организации, даже если не возникает, точнее, возникает какая-то нехватка ресурсов, руководители чаще всего пытаются искать, собственно, эти ресурсы вместе с тем человеком, который, собственно, пришел к ним и, соответственно, оказывает определенную помощь в рамках конкретных долгосрочных проектов и в данном случае выполняют, по сути, функцию того или иного сотрудника. Что еще важно с этой точки зрения, каналы привлечения здесь будут дифференцированы более значимо и более расширенно. Чаще всего будут фигурировать вузы, сотрудники организации, сотрудники других НКО, волонтеры, которые не являются профессионалами. Волонтерская сетка с этой точки зрения привлечения очень часто используется, но точно так же включаются и благополучатели, и их родственники, и используются медийные платформы. Так получилось, что в этом конкретном кейсе не были вытащены технологические площадки, то есть мы не встретили, когда бы технологические площадки напрямую использовались для поиска вот такого рода сотрудника. Но это связано, я думаю, со спецификой существования площадок как таковых. Что необходимо для закрепления такого волонтера в рамках штатной единицы? Прежде всего, со стороны самого волонтера ждут желания развиваться, активно участвовать во всей деятельности организации, а не только в рамках того профессионального навыка, который, собственно, используется. И соответствующим образом волонтер должен что-то привносить, в том числе и свое. Ну и очень важным является совпадение по ценностям, эмоциональным паттернам поведения с основной командой или основными сотрудниками организации. В принципе, руководители социально ориентированных некоммерческих организаций вообще, в принципе, очень часто обращаются к сюжету, который отсылает скорее вот к ценностям и определенным эмоциям. И здесь для них в данном случае это очень важно. Ну и в рамках этой стратегии возникает и аналитическая проблема, и собственно, содержательная проблема разграничения понятий стажер, практикант и пробона волонтер. Потому что, по сути, конечно, часть этих специалистов артикулируется через категорию стажера или практиканта как такового. Проблема заключается в том, что стажерство и практикантство здесь не всегда ограничивается исключительно какими-то формальными институциональными каналами или формальными типами взаимодействия. То есть очень часто сюжеты переходят в то, что стажеры или практиканты перестраиваются и превращаются действительно в профессиональных волонтеров, которые не требуют в дальнейшем, собственно, либо трудоустройства, либо оказания какой-то помощи. С этой точки зрения вот здесь из-за этого еще схема является крайне проблематичной. Ну, негативный опыт, собственно, такого профессионального участия чаще всего связан со стандартными проблемами отсева специалистов. Это не справляются люди с объемами работы, предполагают, что это не коммерческий сектор, соответственно, что же там брать, все легко достаточно реализовать, не демонстрируют необходимого уровня квалификации и не могут сработаться с другими сотрудниками команды. То есть это такой стандартный набор, который вот фигурировал на самом деле и относительно изучения специфики найма в организацию, а не только именно работы с пробоно волонтерами как таковыми или с практикантами как таковыми.
Следующая, последняя модель, она будет отсылать уже к постоянному обращению за помощью, собственно, к профессионалам. Как я проговаривал до этого, это могут быть как внешние специалисты, так и общая ориентация на какую-то корпоративную помощь или, соответственно, развитые системы корпоративного волонтерства, хотя у них есть там ряд ограничений, тоже немного погодя проговорю. Сотрудничество может строиться через формальное взаимодействие с руководителем организации, работодателя, профессионала, может выстраиваться напрямую с профессионалом, то есть минуя вообще работодателя в каком-либо виде. Он может быть даже и не в курсе того, что человек работает дополнительно и в некоторых случаях, кстати, использует ресурсы его организации. Такой кейс, потому что был. Но может быть связано и с самозанятыми какими-то индивидуальными предпринимателями или даже временными безработными, которые просто стремятся там реализовать какие-то свои навыки. В тех случаях, когда взаимодействие строится все-таки с крупными фирмами, никто через голову пойти не может, используется чаще всего именно маркер корпоративного волонтерства, он, видимо, относительно устоявшийся уже здесь. В остальных случаях скорее пробона волонтерство, интеллектуальное волонтерство, ну или просто безвозмездная помощь от тех или иных специалистов, которые там не дифференцируются и идет наряду там с обычными пожертвованиями как таковыми. Такие волонтеры находятся очень в разных местах. Это могут быть и субподрядчики организаций, которые, в принципе, слабо фигурировали в моделях до этого. Соответственно, здесь уже может быть, ну, такой не хантинг, но определенное переключение взаимодействия с коммерческой основы, которая существовала до этого, на безвозмездную основу. Такие примеры были в кейсах интервью. Могут быть доноры, основные доноры, партнеры организации, которые вкладывались финансами, но еще и начинают вкладываться, по сути, вот своими какими-то корпоративными скиллами и навыками, которые есть в их организации. Здесь очень важную роль играют как раз уже специализированные платформы с точки зрения поиска, ну и основные информационные площадки, которые есть у той или иной социально ориентированной некоммерческой организации. Что важно и то, что, конечно, тоже нуждается в проверке в качестве гипотезы, но это очень четко было видно на массивах интервью, те СОНКО, которые, в принципе, придерживаются политики информационной открытости и длительное время существуют на том или ином региональном рынке, артикулируют то, что очень часто профессионалы приходят сами к ним и предлагают какую-то помощь, которая связана не столько с финансами, сколько и с их профессиональной деятельностью или деятельностью их организации. Причем, забегая вперед, тоже надо сказать, что руководители, в принципе, в какой-то степени удивляются даже такому паттерну поведения и, соответственно, такой выстроенности коммуникации, когда вроде бы и не нужна помощь, но ее предлагают со стороны, хотя она является и профессионалом. Здесь может предлагаться как личный профессиональный ресурс, так и профессиональный ресурс всей организации в целом. Более того, были кейсы, когда, допустим, целые отделы работали в рамках того или иного проекта на реализацию или закрытие какой-то профессиональной потребности в рамках того или иного проекта. С этой точки зрения здесь масштаб может очень сильно различаться. В тех случаях, здесь не очень понятный тезис на слайде, плохо сделал, но в тех случаях, когда сами люди приходят в организацию, их не нужно закреплять. Руководители как бы напрямую говорят о том, что закрепление происходит, по сути, автоматическим образом. То есть поэтому очень часто маркировка вот это именно друзей организаций, когда сами сотрудники выбирают ту или иную организацию и хотят активно участвовать в реализации ее деятельности, вот он здесь срабатывает. Основной объем работы может выполняться в данном случае как на стороне СОНКО, так и в другой организации, которая, собственно, является принимающей. С точки зрения связи с крупным бизнесом или крупными организациями,
формализовано, как бы контакты носят более формализованный характер и, соответственно, очень часто оформляются более сложным образом. Сами руководители крупных организаций находят очень часто необходимых специалистов внутри своей организации, очень часто обеспечивают их ресурсами для выполнения той или иной работы. С этой точки зрения сторонняя организация, как в рамках нормального корпоративного волонтерства, включается не только профессионалами, но еще и своими базовыми ресурсами, которые есть в этой организации. Как правило, в данном случае выполнение работы все-таки на основном месте работы осуществляется. Там очень много дополнительных сюжетов, которые с этим проговариваются, и относительно затраты ресурсов и ответственности, которая связана с выполнением той или иной работы. Ну, там, если будут вопросы, можно будет это проговорить уже отдельно. При этом так получилось, что в массиве интервью, если мы говорим вот о таком профессиональном волонтерстве, просто с точки зрения фактов описания, именно корпоративное волонтерство было связано с накидыванием такого большого количества, ну, скажем так, сложностей или негативных моментов, которые возникают во взаимодействии. Это и сменяемость постоянная людей, это и общий бюрократический процесс взаимодействия как такового, который не всегда устраивает некоммерческую организацию, особенно если она, кстати, небольшая. Несовпадение корпоративных культур очень часто выделяется как вот такая проблемная точка, потому что просто стили и общения, и реализация той или иной деятельности очень сильно могут отличаться в разных просто организациях. Ну и увеличение нагрузки на такого, по сути, волонтера происходит, и это прямо проговаривается даже в тех случаях, когда, собственно, корпоративное волонтерство с точки зрения своего взаимодействия, ну, относительно успешно выстраивается, и базовых нареканий не так много. С этой точки зрения вот это вот такой вот негатив, который в большей степени артикулирован именно с корпоративным волонтерством, но здесь, возможно, он возникает, потому что оно просто более детально проработано и более устоявшееся с точки зрения практики взаимодействия. Хотя, опять же, это тоже гипотеза, нуждается в проверке. Но в любом случае с сотрудниками, точнее руководителями СОНКО подчеркивается, что несмотря вообще на ту возрастающую нагрузку, которая есть, благодаря особому климату, определенному стилю общения в СОНКО, наличию возможности наблюдать отдачу от полезных дел, потому что очень часто корпоративные сотрудники как раз жалуются на то, что они не видят отдачу, возможности вообще как-то смены деятельности. Все-таки такая модель является достаточно благополучной, и, соответственно, она приносит свои плоды, и руководители СОНКО говорят, что как для благополучателей организации в целом, так и, в принципе, для, собственно, тех сотрудников, которые вовлекаются в эту деятельность. Ну и я заканчиваю, в принципе, общие такие выводы, но на самом деле это не выводы, это скорее гипотезы, которые, как я говорил, уже нуждаются в, скорее, проверке на качественном исследовании, и, соответственно, нужно будет подумать тоже, каким образом это можно развернуть. Вообще, в принципе, для, видимо, региональных СОНКО обращение к профессиональному волонтерству, вне зависимости от того, как мы их маркируем, волонтерам, точнее, профессионалам, в принципе, это относительно устоявшаяся практика. Возможно, она не распространена, то есть я здесь не говорю о ее распространении, но и она не вызывает удивления. Более того, схемы достаточно четко сложившиеся существуют, и в ряде организаций они очень четко устоялись, по крайней мере, в голове руководителей. Как я уже проговорил, прослеживается общая взаимосвязь, точнее ассоциация уровня развития волонтерской собственной сетки с обращением к профессиональным волонтерам. Соответственно, вот эта вот базовая логика того, что мы уже отстроили работу с волонтерами в принципе и специфицируем ее или углубляемся в определенные узкие форматы, но она очень четко прослеживается
придерживалась, по крайней мере, в логике повествования, которые были связаны с интервью. То, что возникло уже по ходу анализа и в конце, но то, что я думаю, тоже важно с точки зрения дальнейшей проверки, в принципе, очень четко видно, что определенные модели объяснения и выстраивания работы как с волонтерами в целом, так и с волонтерами-профессионалами встречаются или, скажем так, в большей степени ассоциированными с теми сетками, которые вытаскивались из определенных фондов доноров или определенных, скажем так, конгломератов, которые связаны с созданием ассоциаций внутри некоммерческого сектора. И с этой точки зрения, то, что, с чего я начинал в относительно теоретической рамке, то, что было очень четко обозначено там на зарубежных кейсах, конечно, модели управления и вовлечения очень тесно связаны просто с теми идеями базовыми, которые связаны с управлением в социальной сфере, которые имплементируются теми или иными фондами просто за счет учебы, базовых требований по грантам и так далее. Здесь тоже это нуждается в проработке, к сожалению, на массиве интервью это не получается сделать, потому что не хватает информации, но об этом очень четко нужно задуматься, потому что вот эта вот компоновка, но она была очень четко в транскриптах представлена, когда там смотришь на взаимосвязи, откуда те или иные СОНКО, руководители СОНКО попали в обследование. Когда у нас существует развитое взаимодействие руководителей, то они обмениваются информацией, соответственно, создают определенные благоприятные условия для специалистов, подглядывают друг за другом и с этой точки зрения вообще стремятся всячески создавать благоприятные условия работы для вот таких вот сторонних профессионалов. Несмотря на то, что руководители все-таки сталкиваются с негативом, в целом скорее отношение позитивное и необходимое. Если, допустим, в массиве интервью, когда мы говорили об общем волонтерстве, был негатив от волонтерского участия, и руководители напрямую говорили, что нет, волонтеры нам больше такие не нужны, мы займемся там своей профильной деятельностью, то если смотреть на профессиональное волонтерство как такового, такого отказа, ну, по крайней мере, в массиве интервью ни разу не было. С этой точки зрения тоже, возможно, такой не сильный вывод, точнее, нуждающийся в подтверждении на количественных данных, но вот это то, что в массиве интервью значительно отличалось от обычного волонтерского участия. Тоже это в большей степени гипотеза, но мне кажется, нужно это проверять отдельно. Вообще можно сделать предположение, что индивидуальная и непосредственная работа она более, скажем так, приемлемая для руководителей, по крайней мере, региональных общественных организаций. То есть в целом нельзя сказать, что они полностью отстраиваются от корпоративного волонтерства, но ввиду размера определенного объема ресурсов для них это, возможно, более затратная форма взаимодействия. Но это тоже нужно будет проверять на каких-то количественных просто массивах и, соответственно, думать, действительно, есть ли такая взаимосвязь или нет. Ну и, в принципе, руководителями СОНКО обозначается, что внешний вот такой специалист-профессионал привносит редкие навыки, знания, дорогостоящие навыки. Это очень часто артикулируется, особенно все то, что связано с IT-сектором. Это прямо, там, видимо, головная боль, особенно с точки зрения нарастающих требований, в том числе и с точки зрения фондов относительно цифровизации. Очень важен другой взгляд на те или иные проблемы, иногда в том числе и связанные непосредственно с социальной сферой. Это другие креативные идеи, соответственно, профессиональные связи, которым такие волонтеры, кстати, отдельно делятся, и руководители тоже это отмечали. Ну и все это, конечно, конвертируется в той или иной степени в развитие социально ориентированной коммерческой организации. Ну и, как я уже проговаривал, вот эта вот ситуация всесторонней открытости, она тоже приводит к тому, что выстраивать отношения с профессионалами просто легче. Но, в принципе, это тоже отдельная большая тема.
по поводу которой, я надеюсь, выступлю на нашем семинаре в апреле без проблем. А вообще, как влияет открытость организации на взаимодействие с окружением и привлечением, в том числе и кадров. На этом все. Надеюсь, я не слишком всех утомил. По регламенту, я так чувствую, мы Полине сейчас должны слово передать, да? Или вопросы? Я думаю, да, Константин Николаевич, спасибо за доклад. Вот, очень такие выводы подробные, гипотезы интересные. Полина сейчас выступит как дискутант. Полина, вам слова. Да, Саша, спасибо, да, Константин, спасибо за вообще приглашение, да, на семинар и за интересный доклад. Собственно, наверное, начну с каких-то таких общих, да, соображений, которые у меня появились после еще прочтения текста, так как вы все-таки мне его отправляли, да, и я вот, мне повезло чуть больше, чем нашим слушателям, да, потому что я прочитала чуть больше еще с захватом теоретической рамки, вот как раз по поводу которой, наверное, у меня какие-то основные будут комментарии. Вот, соответственно, мне очень понравилось, что вы пытаетесь зайти вот, на исследование профессиональных, да, волонтеров-профессионалов именно с точки зрения теории капитала, да, вот Бурдье, потому что до этого действительно там скорее это, ну, вообще теория капиталов применялась, конечно, да, в исследованиях, связанных там с волонтерством, с некоммерческим сектором, но скорее больше именно в плане там какого-то развития НКО, да, вот как раз в работе про размер некоммерческого сектора, да, который вы упомянули, вот Юли Скоковой и Марии Рыбниковой, там тоже так же, как один из подходов, он освещался, вот, но, как мне кажется, здесь у вас немножко не очень связано, получается, как бы теоретическая часть, как будто бы с эмпирической частью, да, то есть вы говорите о том, что, да, там какие-то, значит, ну, в принципе, там какая-то роль социального капитала в волонтерстве, она немножко изучалась, да, но при этом значит, игнорировалось вот это вот, так сказать, с точки зрения Бурдье, да, то, что было важным, это конвертация разных видов капитала там друг в друга. И мне как раз, мне кажется, было бы интересно в ваших интервью поискать вот эту вот историю, да, про то, как может быть с точки зрения... Ну, во-первых, у вас же, как я понимаю, работа состоит из двух частей, да, то есть первое – это интервью с как раз руководителями, вторая – интервью с волонтерами самими. И, соответственно, мне кажется, здесь было бы интересно посмотреть, как вот эти вот разные типы капитала конвертируются как для руководителя, да, и как НКО, как организации, которая привлекает, соответственно, волонтеров и для самих волонтеров, потому что, например, если мы говорим о том же самом социальном капитале, да, там о всяких сетях, связях, то есть мы можем рассматривать его с точки зрения руководителя, да, то есть насколько его социальный капитал достаточен для того, чтобы как раз привлекать и успешно привлекать таких волонтеров, да, профессионалов. И с точки зрения самого вот волонтера-профессионала, да, то есть имеет ли он выход, например, на какие-то организации, если он хочет сам поучаствовать, да, и, соответственно, там, условно, там, культурный капитал, да, там, какие-то навыки и так далее. Вот, поэтому здесь, ну, хотелось бы, наверное, чуть больше в части обзор литературы, вот, чтобы посвятили там в будущем, да, может быть, внимание вот именно как раз тому, о чем вы говорите, да, про конвертацию капиталов, и рассмотрели бы, может быть, там, с точки зрения, да, вот как раз роли капиталов для вот этих вот двух сторон, которые участвуют в этом взаимодействии. Вот, и, соответственно, может быть, там, ну, помимо Бурдье добавить, например, Колмана, да, потому что у него есть еще история как раз про там ожидания и обязательства социальные, и мне кажется, здесь она как раз тоже хорошо могла бы сыграть. Вот, что еще касательно там теоретической части, вот у меня тоже возник вопрос к определению волонтерства как такового и профессионального волонтерства, потому что понятное дело, что оно как бы немножко не устаканившееся, да, еще тем более с точки зрения вот вашей части, да, где вы опрашиваете именно руководителей, да, когда они сами не знают, как их называть правильно, вот, ну и в литературе тоже особо есть несколько разделений, но какого-то такого вот общего термина особо не используется.
И как раз из-за того, что есть вот эти вот пробоно-волонтеры, есть волонтеры, которые идут как бы по корпоративному волонтерству в рамках КСО, да, мне кажется, вам было бы еще здорово вот собственное какое-то определение, может быть, профессионального волонтерства сделать. Вы его даете, но, на мой взгляд, оно достаточно широкое, да, потому что, ну, во-первых, тут вопрос про, там, понятное дело, что волонтерство, как правило, его определяют как там, добровольно-безвозмездное, да, но к безвозмездному всегда у меня возникают вопросы, естественно, на самом деле, потому что, во-первых, там, если мы говорим про корпоративное волонтерство с точки зрения КСО, да, то есть это все-таки, ну, не совсем безвозмездное, потому что организация тоже получает некоторый бонус в виде улучшения имиджа, да. Если мы говорим про, например, каких-нибудь там практикантов, студентов, для них это отличный там вариант получить опыт, да, и, соответственно, там, может быть, какие-то, которые им поможет найти дальше работу. То есть, как бы, безвозмездность тоже тут вопрос. Плюс вопрос к тому, как определить профессиональное участие, потому что, с одной стороны, когда мы говорим слово «профессиональный», подразумевается, что, скорее всего, здесь будет речь идти о применении в волонтерской работе каких-то навыков, которые человек использует в своей профессиональной деятельности, то есть на работе, за которую он получает какое-то финансовое вознаграждение. Но мне вот в голову еще пришел такой момент, что, возможно, ну, скорее всего, это, конечно, будет меньшинство, но есть такие кейсы, когда человек в качестве хобби, но он достаточно профессиональном уровне занимается, ну, там, условно, дизайном каким-нибудь, да, и, соответственно, так как на работе он не может это реализовать, он привносит вот этот вот момент в как раз волонтерскую деятельность, то есть здесь, опять же, вот профессиональное тоже, мне хотелось бы немножко более какое-то четкое определение, да, потом увидеть. Вот, может быть, если у вас сразу есть комментарий как ответ, то я думаю, что... На самом деле это часто встречается, та ситуация, о которой вы говорили, это на самом деле, видимо, не редкость. По крайней мере, по платформам, по некоторым это, в принципе, видно. Но это действительно нужно сделать. Да, извините, прервал. Ага. Ну да, ну мне кажется, как раз если, тем более, что если у вас в интервью это есть, то было бы здорово как раз в определение профессионального волонтерства включить не только то, что это как бы профессиональные навыки используемые на работе, да, но и вот какие-то такие вот условные истории про хобби. Так, ну, в принципе, как бы, что касается уже больше, наверное, тоже там немножко обзора литературы, да, у вас вот в части, да, в письменной, в той, которую вы мне высылали, как будто бы немножко после того, как вы заканчиваете историю, значит, про социальный капитал и Бурдье, да, у вас там уже немножко в кучку происходит несколько предложений про мотивацию, несколько предложений про там какие-то, значит, удовлетворенность, да, хотя удовлетворенность волонтерством это вообще отдельная очень большая тема с кучей всяких разных подходов, да, и как бы здесь тоже, раз уж вы используете рамку про социальные капиталы, да, то, наверное, как бы, может быть, на них лучше больше сфокусироваться, и в том числе и в анализе, да, данных, хотя у вас на самом деле данных как будто бы даже больше, чем вы из теоретической рамки, да, чем нужно вам для теоретической рамки. Вот, и, соответственно, ну, либо, может быть, наоборот, тогда делать меньше акцент на социальном капитале, да, и вообще на формах капитала, и сделать как раз больше акцент, может быть, на каких-то отдельных таких вот там либо факторов вообще, почему, да, профессиональные волонтеры участвуют, почему их привлекают, да, то есть каких-то вот более конкретных, может быть, вещах. Вот, и у вас там еще также есть какая-то литература по там англоязычная, да, которая не относится к России, как раз про там отдельно про Бонна, про отдельно про корпоративное волонтерство, то есть у вас про нее есть упоминание в конце, но тоже, может быть, мне кажется, стоило бы как-то ее больше раскрыть. Вот, так как, несмотря на то, что это не по России, да, но все равно оно релевантно направлению вашего исследования. Вот, и также тут уже, наверное, дальше у меня будут какие-то вопросы, да, более конкретные скорее. Вот в ваших результатах, да, и в описании теоретической рамки, то есть вы даете, ну, точнее, не теоретической, а эмпирики, да, то есть в описании, значит, базы данных, вы там пишете, естественно, из каких, значит, организаций, да, плюс-минус, были у вас взяты интервью с сотрудниками, но тут у меня первый вопрос возникает. То есть вы пишете про то, что вы интервью с руководителями, но это именно конкретно руководители или это и люди, которые занимают какие-то руководящие должности внутри НКО, но не являются непосредственно руководителями?
Вот это скорее как вопрос. Вот. Микрофон? Да, нет, на самом деле это руководящие должности, это надо Мгм. было поправить просто. Я когда презентацию делал, тоже уже понял, что надо было по-другому написать. Ага, окей, да. И тогда, мне кажется, было бы тоже хорошо прописать немножко больше информации, может быть, про самих руководителей, да, в том плане, что, например, там, как долго они находятся на руководящей должности, да, и, например, возраст, потому что вот как показало, например, ну, в том числе мы там с коллегами делали исследования по цифровизации. Вот, кстати, я вам потом вышлю, там есть небольшая часть про IT-волонтеров, но вот как раз тоже профессионально, может быть, вам будет полезно. Вот, и там как раз по результатам было показано, что на самом деле вот там даже возраст руководителя организации, он на самом деле, ну, там, в многих оказывает достаточно сильное влияние там, на множество факторов, да, ну, которые связаны с цифровизацией, по большей части, так как по фокусу исследования, но в том числе это может быть, например, связано с тем, каким образом руководители ищут, да, профессиональных волонтеров, то есть используют ли они, может быть, какие-то платформы или это чисто через друзей, да, там какие-то такие каналы. То есть, может быть, здесь тоже какая-то такая вот взаимосвязь, потом в качестве гипотез, может быть, что-то сможете взять. Вот, и, соответственно, еще там в качестве вопросов, наверное, да, есть ли у вас по результатам исследования, может быть, какие-то различия в опыте привлечения волонтеров, да, в зависимости от того, какой был тип, да, выполняемого задания, и, может быть, там канал поиска, наверное, не столько, но скорее тип, да, выполняемого задания. Мгм. На самом деле это была гипотеза посмотреть, но там слишком получается разные типы, при этом мало кейсов. То есть буквально там кейсов, ну, мне кажется, 7 и еще 2. Ну, то есть это мало кейсов просто, чтобы смотреть, что бы то ни было. Вот такая идея была, потому что, в принципе, понятно, что, исходя из того, какая работа делается, в дальнейшем будет виден фидбэк, но, к сожалению, материалов качественники не хватило по этому поводу. Мгм. Ну, мне кажется, здесь еще тоже у вас же вот эта часть именно с опросом волонтеров, да, с интервью с волонтерами. Может быть, оттуда вот что-то будет у вас тогда, скорее, со стороны волонтеров про это. Но можно будет, да, подумать. Мгм. Вот, и тоже в том числе, но это тоже в качестве, может быть, какой-то такой гипотезы, либо там над чем задуматься при анализе второй части данных, да, есть тоже там исследования, которые показывают, что на самом деле там удовлетворенность и то, насколько человек вообще в целом будет потом готов волонтерить, зависит в том числе от вот как раз выполняемого задания, да, а волонтерство профессиональное, оно уже изначально подразумевает некоторое какое-то сложное, да, задание, скорее всего. То есть это не просто постоять флайеры пораздавать, да, где-нибудь на каких-нибудь Олимпийских играх условно при входе, вот, а что-то такое более осмысленное, осознанное, как раз что требует каких-то высоких профессиональных навыков. И вот здесь, мне кажется, в данном случае вот профессиональные волонтеры, они такой являются отдельной вот интересной категорией, да, с точки зрения того, насколько по сравнению там с остальными волонтерами они удовлетворены своей работой, да, и насколько там они готовы продолжать там взаимодействовать, может быть, с НКО в дальнейшем. Вот, что еще? Вот, и у вас там, да, есть еще такой момент в теории, сейчас вернусь к ней, да, раз вспомнила, про то, что вы пишете там по-моему, в проблеме тоже у вас где-то есть, да, про то, что практика изучения волонтеров, она по большей части опирается на управленческие и законодательные определения, да, без четкой отсылки к теоретико-методологическим обоснованиям, но здесь как бы, ну, не могу согласиться, да, что там в исследованиях волонтерства не использовалось каких-то более таких фундаментальных теорий, да, потому что, например, та же самая там теория социального обмена Блау, да, вот, хотя бы ее, да, ну и плюс та же самая там социальный капитал, да, там больше про НКО скорее, нежели как организации, нежели про волонтеров, вот, но все же, да, то есть, ну и плюс всякие различные теории мотивации, да, модели, вот, мне кажется, тоже можно включить Участие. тогда. Мгм. Вот, ну, в принципе, наверное, у меня тогда все. Вот, спасибо еще раз большое за доклад. Вот, будем ждать продолжения, и особенно вот это вот, в том числе там второй части от ваших коллег, да, со стороны волонтеров, потом будет интересно сравнить.
конечно. Хорошо, спасибо большое. Ну, я на вопросы ответил. Просто большое спасибо за замечание. Это действительно нужно сделать и исправить. Здесь просто я благодарен, что вы потратили время, особенно в день рождения. С днем рождения вас Спасибо. поздравляю. И уделили время. Вот, я тогда после семинара вам еще вышлю текст, потому что там Мгм. комментарии оставила, чтобы у вас Мгм. тоже были. Мгм. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо, коллеги. Есть ли у кого еще вопросы к Константину Николаевичу? Пока коллеги думают, может быть, я спрошу. Константин, получается, вторая часть работы будет за коллегами, кто рассматривает именно волонтеров и их действия. Мне кажется, интересно посмотреть, насколько, ну вот, как-то классифицировать волонтеров, в том числе вот понять, какие волонтеры более требуемые, наверное, организациям. И вот исходя из этого также можно попробовать понять, какие волонтеры требуются для очного участия, а какие, например, сейчас могут участвовать дистанционно, и вот этот виток как-то тоже осветить. И мне кажется, это интересно посмотреть, поскольку вот IT-специалисты, как мне кажется, стали действовать гораздо больше, ну, в некоммерческом секторе, поскольку у них появилась такая возможность там дистанционно что-то там делать. Хотя это и раньше было, но, видимо, проблемами с пандемией это как-то активизировалось. Вот. Это мои мысли такие. Ну, на самом деле, Даш, подключишься, что-то скажешь? Как раз моя коллега, с которой мы делаем совместную работу, Дарья Моисеева, тоже постдок, только 2-го года, и лаборатория экономических исследований. Экономика социологических исследований. Спасибо большое за представление. Да, действительно, текст уже есть у нас по волонтерской части. Сейчас нам самое важное соотнести Сонка с нашими волонтерами, то, что получилось. На самом деле про формат онлайн и офлайн получается там не по типам деятельности разница большая, а по удобству. Для волонтеров принципиально важным оказывается возможность оказывать помощь онлайн, и они готовы в это включаться. И вот у Константина так немного мало внимания уделяется, а так как мы отбор проводили через волонтерские пробоно платформы, то как раз по ProCharity четко было важно принципиально получение возможности выполнять задания онлайн. И это не только айтишники, это и дизайнеры, это маркетинг, это юристы, это переводчики. То есть как раз для людей оказывается очень важно и включаться в эту работу в удобное для себя время. Вот, я бы так, наверное, ответила на вопрос по волонтерам. А по востребованности здесь, наверное, тоже сложно сказать, но только через ProCharity оценить количество заданий по типам, по видам деятельности можно, но это не про качественное исследование, да, тут мы количественных оценок сложно дать. Спасибо большое. Довольно интересно, да. Спасибо за вопрос. Коллеги, тогда мы закрываем наш семинар сегодня, если ни у кого не осталось вопросов. Константин, я вам скину видео, и если кому-то потребуется, также могу поделиться. Спасибо большое, коллеги, за потраченное время. Надеюсь, выльется в нормальный результат, хороший, качественный. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.